В 59 году до нашей эры небезызвестный Гай Юлий Цезарь провел закон, который позволил распределить общественные земли между самыми бедными гражданами. Среди них оказались и земли у подножья Фьезоле, бывшего этрусского поселения, присоединенного к Риму несколькими столетиями ранее. Земли эти, правда, оказались болотом, но их постепенно осушили, и уже во времена Октавиана Августа здесь образовалась полноценная колония, которая получила название Флоренция. Следующие 1000 лет флорентийской истории — это как меню средневекового монастыря. Постно, однообразно, даже с некоторым налетом отчаяния. Флорентийцы рождались и умирали, страдали от вторжений, но ни в чем выдающемся не участвовали. По легенде, армия Алариха в V веке разрушила полностью город, но скучные археологи здесь дают более сложную картину. Флорентийцы продолжали от этого всего страдать, затем готов сменили византийцы. Во время войны с византийцами здесь король готов в очередной раз разграбил Флоренцию в 550 году. Затем флорентийцев сменили лангобарды, потом пришли франки под руководством Карла Великого, того самого, который и Павию брал, и Верону брал, а Флоренцию, скорее всего, бы и не вспомнил. Хотя появился там в 786 году. Есть даже легенда о том, что он повторно основал Флоренцию, но, опять же, скучные археологи здесь опровергают эту красивую историю. Тем не менее, если бы Карлу Великому напомнили про этот город, то наверняка бы сказал: и что, вы хотите сказать, что это захолустье станет культурной столицей Европы? Да скорее христиане станут союзниками мусульман. Город таким образом оставался откровенно второстепенным. Пожалуй, единственным достижением было наличие епископской кафедры, но она была и в соседнем Фьезоле. Да, небольшое уточнение по карте. Я использую открытую базу данных исторических карт. Кому интересно, ссылка будет в описании. Она довольно неплохая, авторы проделали огромную работу, но границы, особенно в Восточной Европе, довольно приблизительны. Каждую границу я руками не исправлял и сосредоточился только на регионе, который мы непосредственно рассматриваем. Когда дойдем до ВКЛ и Польши, а это будет в следующий раз, поправим границы и там. Я исправил только самые вопиющие косяки, например, существование болгарского царства после Василия II Болгаробойцы. Но вернемся к нашим баранам. Обратите внимание, Флоренция и Фьезоле настолько рядом, что могли бы брать друг у друга соль по утрам, если бы были чуть повежливее. То есть перспективы расширить свою территорию Флоренции и практически сразу не получить по морде было не больше, чем у рояля стать велосипедом. К концу X века, то есть за 1000 лет истории, в Флоренции не было никаких преимуществ. Фьезоле был даже древнее. Теоретически любой из этих двух городов мог возвыситься. А мог и ни один не возвыситься, ведь оба они находились в тени Луки и Пизы. Лука была административным центром еще во времена лангобардов, а затем и франков. Пиза была могущественным торговым городом и еще долго будет сохранять лидирующие позиции в регионе. Флоренция на их фоне в это время — это студент местного ПТУ на фоне выпускника Гарварда. Однако вскоре ситуация начнет меняться. Возвышение Флоренции начинается в самом конце X века. Аттоны уже создали Священную Римскую империю, куда входила и Тоскана, область, в которой находится Флоренция. Река Арно постепенно становилась важной торговой артерией внутренних районов Апеннинского полуострова. Уго II, марграф Тосканы, которая находилась в составе Священной Римской империи, выбрал в качестве своей резиденции отныне Флоренцию. Здесь есть некоторые сомнения, возможно, он просто часто жил там. Так или иначе, город в какой-то степени, мы можем с уверенностью утверждать, что хотя бы частично, потеснил Луку с позиции административного центра. А уже в начале XI века, во времена епископа Гильдебранта, начинает формироваться то, что мы можем условно назвать национальным мифом, в случае с Флоренцией, можно сказать, городской миф. То есть коллективная идентичность. Это очень важная часть для любого государства. Епископ Гильдебрант заказал житие святого Миния. Святой Миний — это человек армянского происхождения, который был паломником. Кстати сказать, неизвестно, был ли он армянского происхождения, и даже неизвестно, был ли вообще такой человек. Но это не важно. Важно то, что по преданию он принял в III веке мученическую смерть, а в Италии тогда многие христиане в Римской империи, их судьба такая ждала. И вот ему отрубили голову после истязаний, он взял в руки эту голову и прошел до холма, где, в общем, и умер. Миний на какое-то время становится одним из главных покровителей Флоренции,
и была основана церковь Сан-Миниато-аль-Монте. Но святых, как известно, много не бывает. Еще одним покровителем Флоренции был святой Зенобий. И вот у Зенобия было важное преимущество в сравнении с Минием, потому что он жил во Флоренции, это реальный человек в конце IV – начале V веков. И он был епископом Флоренции. Позднейшие флорентийские источники утверждают, что на должность епископскую Зенобия назначил сам Амвросий Медиаланский. И тут надо понимать статус Амвросия Медиаланского в средневековом мире. Это человек, который заставил каяться за резню в Фессалониках императора Феодосия, не пустил его в церковь. То есть он фактически поставил на колени императора Римской империи. Это не какой-то там хухры-мухры. К тому же труды Амвросия Медиаланского, они вошли в сочинение отцов церкви, так называемую патристику, вместе с Августином Блаженным и другими выдающимися деятелями. Поэтому указание на то, что именно он назначил нашего первого епископа, это попытка пристегнуться вот к такому непререкаемому авторитету. Зенобий и Миний, в общем, довольно долгое время будут покровителями Флоренции. Позже их в значительной степени вытеснит Иоанн Креститель. Но самое важное, ради чего я посвятил этому пару минут повествования, первые кирпичики, фундамент вот этого коллективного «я», они были заложены. Но возвышение Флоренции тем временем продолжалось. И оно постепенно позволяет городу превратиться из скучного места с кафедрой в центр церковной реформы. В 1055 году здесь проходит реформаторский церковный собор, в котором участвуют император Священной Египетской империи Генрих III, папа Виктор II и 120 епископов. Кстати сказать, отношения папы Римского и императора в тот момент были в состоянии еще медового месяца. Виктор II даже будет потом имперским викарием, то есть представителем Генриха III в Италии. В общем, было прекрасно, но продлилось это недолго, как и всякий медовый месяц. На соборе здесь обсуждались два, в общем и целом, болезненных вопроса для папства XI века. Это симония, то есть продажа должностей, и браки священников. Целибат пока еще не утвержден как норма, вскоре это произойдет, но уже к этому дело идет. В общем, принято считать, что не стоит священнослужителю иметь жену и детей. Но что для нас, сегодняшнего нашего повествования, еще более важно, так это то, что епископ Флоренции в этот момент, Жерар Бургундский, он позднее станет папой Николаем II, что, конечно, еще больше добавит очков Флоренции как городу. Николай II в своем папстве прославился борьбой с антипапой Бенедиктом X, причем делал он это в союзе с нормандским королем Южной Италии Робером Гвискаром и добился здесь успеха. А после этого была принята эпохальная папская булла «In nomine Domini», что переводится как «во имя Господа», которая действительно была очень важной. Она закрепляла избрание римских пап, право на избрание римских пап, за кардиналами. То есть никакая римская знать, никакой император не должен вмешиваться в этот процесс. Они, конечно, будут вмешиваться, но это было важным шагом на пути закрепления вот этого права привилегированного сословия. В общем, здесь можно сказать Богу Богова, Кесарю Кесарева. Кстати сказать, возможным автором вот этой буллы был, как предполагают, такой серый кардинал, хотя это очень странное выражение звучит для католической церкви, но не суть, некто Гильдебранд. Другой же, не тот Гильдебранд, который был епископом Флоренции в начале XI века, а этот Гильдебранд потом будет папой римским, Григорием VII, прославится как крупный реформатор. У нас уже был ряд иллюстраций, и надо отметить, что в комментариях под видео о Бургундии люди некоторые возмущались, мол, не нужно использовать вот эти портреты, картины, потому что мы не знаем, как эти люди выглядели, это не прижизненные портреты и все в таком духе. Вообще-то, да, так оно и есть. Возможно, я для кого-то открою секрет, но примерно до XIV века мы практически никого не знаем, как там люди выглядели. Все очень-очень приблизительно. Вспомните хотя бы статуи римских императоров. Вы же не думаете, что обязательным условием вступления на трон была сдача нормативов по физподготовке. Потому что выглядит это не так, как будто только что вышли из качалки. Но тут стоит двигаться тогда уже дальше в этом русле. И прижизненные портреты, они ведь тоже обманчивы.
Придворная живопись, она далеко не точна. Например, на этом портрете Наполеон выглядит как человек, ростом не меньше 1,80 м, а то и выше. В реальности он был что-то около 165-66, если я не ошибаюсь. А еще вдруг мы выясняем, что картины битв писались не во время самих битв, оказывается. В конечном итоге с таким подходом у нас останутся только фотографии деятелей 20 века, а единственным событием историческим, которое можно проиллюстрировать и с непостановочными кадрами, останется убийство Кеннеди. И может еще какие-то найдутся. Не думаю, что от такого подхода подобные видео станут лучше, но вы, конечно, можете иметь свое мнение. А мы вернемся к Флоренции. Возвышение Флоренции и Тосканы в целом продолжается в период папства Григория VII, того самого реформатора, но больше всего он, конечно, известен в связи с борьбой за инвеституру. Борьба за инвеституру– это спор о том, кто будет назначать епископов, папа или император Священной Римской империи в своих владениях. Известная история, достаточно подробно описанная. Но почему, собственно, она для нас важна? Потому что в самой острой фазе этого конфликта папа Григорий VII отлучает от церкви Генриха IV. Для того это очень опасно, потому что фактически он освободил от присяги всех его вассалов. Те могли его даже арестовать. Тогда еще не было понятно, кто выше, папа или светские власти. И вот папа Григорий VII укрывается в Каноссе, владениях Матильды ди Каносса. У нас она еще известна как Матильда Тосканская. Она была марграфом Тосканы, и Флоренция в это время находилась в составе ее владений. И сюжет на миллион. Папа Римский укрывается у женщины-аристократки от императора, которого он в конечном итоге ставит на колени. Хождение в Каноссу — это, конечно, было колоссальное унижение для Генриха IV, за которое он потом еще и отомстит. Возможно, мы как-нибудь об этом и в целом об истории папства поговорим. Здесь не будем отвлекаться далеко от основного повествования. Флоренция действительно возвышалась, но, что самое важное, это происходило не только в связи с описанными уже событиями, это происходило и в экономической сфере. С незапамятных времен в Тоскане разводили овец. И, в принципе, это было, относительно скромным занятием. Овечки там блеют на холмах, все хорошо, но к X веку становится очевидно, что шерсть – это, если не нефть до индустриальной эпохи, то, по крайней мере, очень важный товар. И Флоренция начинает активно обмениваться с деревней вот этими вот товарами, и в самой Флоренции эту шерсть обрабатывают, окрашивают, делают ткани, они расходятся по Тоскане, а потом и дальше. Но пока это все еще очень локально. А вот в XI веке случается такой внешнеэкономический апгрейд полноценный. Из Фландрии, а потом и из Англии начинают импортировать ткань высочайшего качества. Эту ткань уже до ума доводили во Флоренции. Получалась продукция настоящая VIP. Помимо этого, импортировали и шерсть сырец, которая была лучше, чем тосканская. Ее уже полностью превращали в готовую продукцию в самой Флоренции. Также и квасцы импортировали с Востока, и квасцы использовали для окраски. Тоже очень важный товар был для самого города и его экономики. Но все это было лишь началом. Отдельные ремесленники, торговцы начинают объединяться в целые корпорации со своим блэкджеком, защитой интересов и уставом. Впоследствии это все разовьется в гильдии, которые будут играть огромную роль в управлении Флоренцией. Но об этом мы еще потом отдельно поговорим. В целом же здесь оговорюсь, возможно, у кого-то возникнут возражения на этой почве. Об экономике города более подробно, более детально мы поговорим в следующий раз. Сегодня все-таки о политической тряске внутри Флоренции больше будет материал. Это я так предвосхищаю некоторые возможные возражения. Население Флоренции тем временем росло, но не за счет многодетных семей и особой рождаемости. Как известно, в доиндустриальную эпоху детская смертность была такой, что даже статистика просила пощады. Основной прирост обеспечивали понаехавшие из деревни. Причем это были не нищие крестьяне, не голодранцы отнюдь. Это были вполне себе землевладельцы, которые решили инвестировать деньги и сделать еще больше денег. Потому что зачем собирать урожай, когда можно собирать прибыль? Вот эту сельскую округу будут называть кантадо, и она становится таким первичным источником капитала для городской экономики. Впоследствии, кстати сказать, в банковском секторе вот эти землевладельцы, вообще земля будет играть просто огромную роль.
Но опять же, об этом уже в другой раз. Ну, еще один важнейший поворотный момент. 1078 год, начало строительства городских стен. Это на самом деле нечто вроде in nomine domini, только в кирпиче. До этого города не то чтобы не имели права строить оборонительные укрепления. Вроде такого запрета напрямую не было, но это, конечно, не поощрялось. Потому что строительство стен — это такой символический хлопок дверью перед носом у императора. Отныне в случае любого конфликта горожане могли закрыться за стенами, и даже если император придет с армией, оттуда фиги воробьям показывать. Вспомните по истории Милана, видео, которое есть на канале, мы разбирали, как там Фридрих Барбаросса прикладывал огромные усилия, чтобы этих стен в городе не было. Он даже разрушил Милан в конечном итоге, но город восстановился быстрее, чем отрастали волосы на его рыжей бороде. И в итоге получалось, что в самой Флоренции, и это в других городах будет происходить, начинается сдвиг центра принятия решения в сторону местных городских элит. И вот это момент, на мой взгляд, абсолютно эпохальный. Флоренция постепенно перестает быть овцой с кафедры и становится львом с калькулятора. Да, конфликтов с Матильдой Тосканской или Матильдой Диконосса не будет, но тут зарождается будущая Флоренция Медичи, Флоренция Данте, та самая, которую знают как один из центров европейской цивилизации. Матильда Тосканская завещала свои владения католической церкви. И, казалось бы, все ясно, земли должны отойти папе римскому, тот установит власть. Но в Италии того времени завещал это не то чтобы приговор, а скорее приглашение к дискуссии. Еще непонятно, как это сработает. Церковь землю получила, но установить централизованную власть она не смогла. Вообще у папского государства были большие проблемы с этим, и это будет продолжаться еще долгие столетия, но, опять же, возможно, об этом мы отдельно поговорим. И вот вся эта ситуация напоминает такую картину, где есть вакансия властелин региона, а на соискателя на нее просто не нашлось. В этом вакууме, когда, вроде сказать, империя, ее выпнули отсюда, Папа Римский тоже власть установить не может, начинают появляться коммунальные республики. Называют это иногда коммунальное движение, то есть коммуны образуются. И здесь во главе уже полноценно оказываются местные городские элиты, которые, вспоминая выражение Виктора Степановича Черномырдина, решили, если делать, так по-большому. Руководят этими коммунами консулы. Во Флоренции первое упоминание о консулах — это 1125 год, хотя, возможно, они были здесь уже и раньше. Постепенно порядок появляется какой-то, и в итоге в XII веке упоминается, что было 12 консулов, по 2 на каждые 2 месяца. То есть это, конечно, очевидная отсылка к истории Римской империи, только консулы как раз не на год, а на 2 месяца. Начинают в это время и оформляться в будущем знаменитые гильдии. Пока еще в виде таких сообществ по интересам: шерстянники, нотариусы, менялы, будущие банкиры. Это еще не знаменитые арти-маджори, как их будут потом называть. Главные гильдии, будет 7 во Флоренции. Но это уже заявка. Они будут определенным фактором здесь, политическим. К XII веку политическая карта Тосканы начинает стремительно перекраиваться. Лука теряет влияние, Пиза становится новым тяжеловесом. Флоренция, как будущий босс мафии, постепенно подминает под себя сельскую округу. Политика здесь по меркам Северной Италии была довольно стандартной. Завоевывали замки сеньоров, разрушались по их же моде. Феодалов же либо заставляли жить в городе, либо хотя бы проводить там определенное количество времени в году. И постепенно вот эта сельская округа, которую будут называть контадо, будет интегрироваться в городскую систему. Фьезоле, брат-близнец Флоренции, пал в 1125 году. Его захватили и разрушили. Флорентийцы решили, что лучше один раз сравнять его с землей, чем всю жизнь оглядываться на холм сюрприза. Уничтожение Фьезоле стало таким актом профилактики будущих проблем и одновременно символом нового уровня амбиций. А когда же в середине XII века на горизонте появляется Фридрих Барбаросса, который всерьез решил укротить вольные города Северной Италии, Флоренция особенного участия здесь в сопротивлении не принимала. Это по большей части миланская история, и он там
проявил себя во всей красе, о чем мы говорили в отдельном материале. Флоренция же в это время прикидывала, с кем ей выгоднее дружить. И выгоднее оказался союз с Пизой, которая пока еще бодренько противостояла императору. Флоренция получила от этого и неплохие бонусы. Процент от доходов Пизанского монетного двора, льготы для своих купцов в перевозках товаров по территории Пизы и на пизанских судах, что особенно важно, потому что выхода к морю у Флоренции не было на тот момент, а противниками Флоренции выступали традиционно проимперские Сиена и Лука, которые то и дело мечтали вернуть старый добрый порядок, в котором папа духовник, император хозяин, а Флоренции никому не нужный рынок с шерстью. Но это время ушло безвозвратно. Флоренция тем временем продолжала усиливаться, и в 1202 году был захвачен и разрушен Семифонте, что усилило противостояние с Сиеной. В 1204 году был приобретен Капрая, а затем захвачен Монте-Мурло, что в этот раз уже Флоренцию столкнуло с Луккой. Но на данном этапе это все не вылилось пока в широкое коалиционное столкновение. Это были все еще очень местечковые разборки, и, как мы видим на карте, все это очень недалеко от самой Флоренции. Тем временем город сам по-прежнему расширялся, и аккурат после поражения Барбароссы было построено новое кольцо стен. Это, конечно, говорит о растущем населении. Предположительно, к 1200 году оно будет 25-30 тысяч человек. По меркам Италии не уникальное количество, с десяток городов мы легко довольно обнаружим с похожей численностью населения. Не мегаполис отнюдь. Тем не менее, это был, конечно, существенный шаг вперед. От относительно безвестного мелкого тосканского города Флоренция продвинулась к тому, что уже готова была и Пизу потеснить с ее пьедестала. И если мы посмотрим на карту торговых маршрутов Италии начала XIII века, становится очевидным, что противостояние с Лукой и Пизой носило практически экзистенциальный характер. Кто побеждал в этом противостоянии, тот становился господствующей силой в торговле в Центральной Италии. Ну а через Центральную Италию шла вся торговля между югом и севером, которая, по крайней мере, не шла по морю. Победа в этом противостоянии сулила очень большие выгоды, но в XIII веке Флоренция начнет вязнуть во внутренних противоречиях. В истории бывают такие события, которые делят жизнь на до и после. Таким было бостонское чаепитие, взятие Бастилии, Кровавое воскресенье или восстание Чехословацкого корпуса. События эти становятся легендарными и вызывают титанические сдвиги, но общее между ними то, что легендарность, она приходит много позже, когда историкам нужно сказать, вот тогда все началось. Современники этого отнюдь не видели и не понимали. Более того, если бы этих событий не произошло, скорее всего бы кардинально в истории ничего не поменялось. Но вот этот символизм, он очень необходим. И в истории Флоренции таким событием стала кровавая свадьба Бодельмонте 1216 года. Это легендарное событие, где-то мне встречалась попытка даже оспаривать его существование, но обычно так не делается. В целом оно восходит к ссоре, которая возникла на банкете между представителем семьи Амедеи и Бодельмонти. И вот, чтобы не превращать этот конфликт в сюжет для фильма Тарантино, как это обычно происходило в то время, решили, что Бодельмонте женится на девушке из рода Амедеи, и таким образом, казалось, конфликт будет улажен. Но Бодельмонте передумал и решил жениться на девушке из семьи Донати, которая была из более знатной семьи и вроде как была более, как-то сказать, хороша собой, скажем, попрелестнее. По крайней мере, так это обычно описывают. Сложно сказать, действительно ли в этом суть. Но неважно. Для рода Амедеи, для их друзей это был удар как серпом по чести. И вот в пасхальное воскресенье 1216 года они убили несчастного Бодельмонте. Все это стало отправной точкой для вспышки насилия между двумя группами, которых впоследствии будут идентифицировать как гвельфов и гибеллинов. Амедеи и их известные союзники, о которых будем еще говорить, Уберти, будут идентифицироваться с гибеллинами, а Донати, Бодельмонте и их друзья с гвельфами. История эта стала легендарной, ее часто вспоминал Данте. Он вообще очень многих деятелей XIII века воспел в своем произведении,
как сказать, воспел. Он их поместил на разные круги ада и чистилища. Поэтому сложно сказать, что воспел, но не суть важно, он их действительно упоминает. Даже вполне себе положительных персонажей он находит за что поместить в ад. Там кого за содомию, кого за ересь, кого за предательство. В общем, божественная комедия, она пестрит вот этими историческими отсылками именно к истории, собственно, Флоренции. Но Данте, помимо всего прочего, он там вспоминает о славных временах Флоренции, когда не было вот этих понаехавших, и все вообще было прекрасно. В частности, он пишет: «Пусть лучше бы Флоренция имела соседями, чем как теперь надменно до Треспиано расширять пределы. И далее, и в Монтемурло оставались Конти, и Занконы Черки не бывало, и в Альдегреве жили Бодельмонте». Дальше он еще и говорит, что Бодельмонте надо было дать камнем по башке, когда он только приперся в город, и что любой меняло, что у нас прижился, с позором вновь бы зажил в Семифонте, где попрошайкой и нищим он родился. Как мы помним, Семифонта разрушили. То есть он проявляет такой негатив, что вот эти вот менялы, понаехавшие, вот приперлись, тут что-то свар принесли. А было прекрасное время, когда трава зеленее, мороженое слаще, одноклассницы были моложе. Это, в общем, типичное такое брюзжание консерватора, который пытается отрицать общественный прогресс объективно. Но что же на практике? Действительно ли, если бы Бодельмонте дали по башке, когда он приперся во Флоренцию и сбросили бы его в Арно, ничего подобного бы не было. И Данте через 100 лет никто не изгнал бы. Что ж, давайте это обсудим. Во-первых, внутри самой Флоренции формировались так называемые башенные союзы. Посмотрите на карту. Здесь на участке километр на километр, как иголки, обозначены башни, их около 100. Вокруг них концентрируются семьи, заключаются союзы, и они постоянно конфликтуют между собой. И вот эти башенные сообщества — это, слово флорентийца — кровь на асфальте, потому что постоянно происходят склоки. Они будут вечно, весь 13 век, еще в 12 они происходили, сейчас об этом попозже. То есть они определяли всю городскую политику. Гильдии, в целом формирующиеся уже в 12 веке, они получили некоторое представительство, но ведущую роль играла знать, у которой нравы были соответствующие. Чуть что, сразу в бубен. Но при этом вот эти постоянные конфликты, они сами по себе способствовали восхождению гильдий, потому что нужно было на кого-то опереться, кого-то привлекать. И к концу 12 века уже важнейшие из них оформляются. Это Арте ди Калимала, которая специализировалась на импорте готовой шерсти и изготовлении уже тканей на продажу из нее. Это была гильдия богатейших купцов, это те самые, которые VIP-продукцию делали. И, кстати сказать, до чумы эта гильдия вообще была непроницаема. Интересный момент. Мы еще все это обсудим, безусловно, как чума повлияла и как-то способствовала подъему Медичи. Хотя на самом деле прежде всего не чума. Да ладно, не будем отвлекаться. Это Арт делла Лана, которая работала с шерстью как с сырьем. И между этими гильдиями четкая граница была. То есть одни занимались одним, другие другим. Образовалась гильдия судей и нотариусов, которая вообще в списке Арти Маджори обычно ставится на первое место. Хотя она все-таки не была самой влиятельной. И упоминаются к концу XII века малые гильдии, то есть артемидианы, а пока до артиминори мы еще не дошли, мелких гильдий, но вот эти вот средние уже упоминаются, хотя они еще не дооформлены. Но что же с фракционной борьбой? Действительно, она была. В 1193 году семья Уберти, я уже говорил, это союзники Амедеи, семьи, тех самых, которые потом будут гибеллинами, подняла восстание, и им с опорой на императора Генриха VI удалось добиться отмены института консулов. В 97-м этот институт был восстановлен, но это показывает, что система консулов, она не соответствовала времени, она не обеспечивала порядок. Это самое важное было. Кстати сказать, представители гильдии пытались объединяться, даже принимались указы, пытались состричь башни знати, то есть ограничить их высоту, возможно. Это не очень хорошо работало. Эффект не больше, чем пылесосить пляж на самом деле. В последние же десятилетия XII века появляется институт Подесты, который заменяет консулов. В 1193 году, вслед за восстанием Уберти,
появляется первый Подеста из семьи Капансаки, а быстро становится ясно, что, нет, местный Подеста — это не вариант, и нам нужен Рюрик, который придет со стороны и нас как-то помирит. И начинают этих Подест брать из других итальянских городов. И вот этот третейский судья, он должен, во-первых, разбираться в юриспруденции, потому что нужно было понять, каким правом судить: римским, каноническим, обычным правом. Зачастую его решения становились потом прецедентами. Кроме того, он должен быть военным лидером, то есть, как правило, это знатные люди, конечно же, для того времени. Ну и чтобы избежать диктатуры, заключался с Подестой контракт на 6-12 месяцев, как правило, и он даже заложников оставлял. То есть он приводил своих приближенных, семью оставлял. И нередко, кстати сказать, если Подеста что-нибудь нарушал, его изгоняли досрочно, и он мог заплатить штраф в таком случае. И в итоге Подесты, на самом деле, они превратятся в таких гастролирующих шерифов, которые будут ездить из города в город и с хорошей репутацией. И вот ты отработал срок Подеста и во Флоренции, съездил в Луку, потом в Верону, потом еще куда-нибудь. Прекрасно себя чувствуешь. Ну и, кстати сказать, чуть не забыл, в 1207 году первый иностранный Подеста, как иностранный, из Милана, в Флоренции появляется. Но, как мы видели, по свадьбе Баудельмонте 1216 года конфликты погасить не удалось. И действительно она становится условной точкой отсчета, потому что примерно в это время условные, опять же, гвельфы и гибеллины формируются. Почему они так называются? Вообще, в начале еще 13 века Аттон IV Брауншвейгский был императором Священной Римской империи. Он из дома Вельфов. Папа Иннокентий III был с ним в хороших отношениях. Но медовый месяц вновь продлился недолго, и Иннокентий поддержал Фридриха, сына покойного Генриха VI из династии Гогенштауфенов. А вот у Гогенштауфенов родовым поместьем был Вайблинген замок. И вот тут вы легко можете догадаться, что в Италии вельфы превратятся в гвельфов, а Вайблинген в гибеллинов. После смерти Иннокентия III его преемники рассорятся с бывшим протеже, и коммуны Северной Италии разделятся на гвельфов и гибеллинов. Соответственно, папы римские будут поддерживать гвельфов, а гибеллинов — император. Ну или гвельфы поддерживать римского папу, а гибеллины — императора. На самом же деле разделение это было крайне нечетким. В видео об истории Милана я приводил цитату яркую, но чтобы не повторяться, кратко отметим, что вот это деление, оно похоже на логику подростка, который красит волосы в зеленый цвет, потому что нельзя, а не потому что хочется. Ну а если ему купят iPhone, то он согласится не делать это. То есть если эти негодяи из соседней улицы, наши противники, они есть гвельфы, значит мы теперь гибеллины. Если соседний город гибеллинский, то мы гвельфы. А если окажется выгодно, станем гибеллинами. В чем проблема вообще? То есть никакой идейности там особой не было. Это был чистый расчет. Хотя справедливости ради, конечно, надо сказать, что какие-то идейные люди, они всегда есть. Даже там, где особой идеи не заложено. Но в целом, нет, это не идеологическое противостояние. Все эти кровавые распри переносились и во внешнюю политику Флоренции. В 1222 году начинается затяжная война с Сиеной. Типичная ситуация была следующей. Города воевали, выбирая сторону папы или императора, а фракции внутри городов искали поддержки извне. И если гибеллинов изгоняли, например, из Луки, у них всегда были друзья в Сиене, которые помогали им вернуть власть, а в конце еще и говорили: «Ты заходи, если что». Могущественная Пиза стала союзником императора Фридриха II, и она превратилась таким образом в естественного противника Флоренции. Хотя, как мы помним, еще в XII веке они вполне себе были союзниками. Сам же Фридрих II в 1230-е годы был довольно успешным в итальянских делах. После победы над Миланом в 1237 году при Картенуове его вмешательство в местные дела усилилось. Гибеллины почувствовали, что настал их час, и в 1238 году высылают Подесту из Флоренции, который был уроженцем Милана. Подеста этот был гвельской ориентации, и все это вызвало гражданскую войну, в которой гибеллины укрепили свои позиции, но не утвердили власть окончательно. Новым переломным моментом становится Леонский собор 1245 года, на котором папа Иннокентий IV отлучает Фридриха II от церкви
и официально осуждает его. Это уже вдохновляет гвельфов на открытое выступление против гибеллинов во Флоренции. Фридрих II отреагировал на это дело молниеносно. Он отправляет своего незаконно рожденного сына, тоже Фридриха Антиохийского, во Флоренцию в качестве подесты. И вот Фридрих сын – это такой не человек, а ходячий антифеодальный блицкриг. Энергичный, жесткий администратор. Он до этого подавил восстание в Калабрии, получил титул вице-короля Калабрии и Апулии, то есть, скажем так, второе лицо на юге Италии. Приехав во Флоренцию, он наводит здесь порядок железной рукой, а местами и сапогом. В 1247 году он вышвыривает из города гвельфов, восставших, до этого, конечно, подавляет восстание, имущество их частично разрушено, частично конфисковано. Впрочем, это классика жанра, как мы увидим. В то время имущество людей, изгнанных из Флоренции, оно горело чаще, чем свечи в соседнем соборе. Таким образом, Флоренция становится опорным пунктом имперской армии в Тоскане. Однако взлет Фридриха Антиохийского оказался недолгим. В 1247-48 годах он вместе с Баттией осаждает Парму, и император строит здесь под Пармой осадный лагерь, который он прозвал Виктория. Лагерь этот был мини-городом, и моим зрителям он может напомнить Карла Смелого и осаду Нойса, которая у некоторых англичан вызывала гомерический хохот. Но здесь ситуация оказалась еще хуже. В 1248-м осажденные совершают успешную вылазку, и лагерь Виктория оказывается лагерем фиаско. Он был разграблен, Фридрих II отступил в панике, оставив имущество, архивы, даже библиотеку. Поражение это вызывает волну восстаний противников Фридриха II, он вынужден отправить Фридриха сына обратно в Калабрию, чтобы тот усмирял вассалов. В Северной Италии же против него выступает уже и Парма, и Болонья, и Модена, и ряд других городов. В 1249 году в битве при Фассальте другой бастард Фридриха II Энцо, король Сардинии, попадает в плен. Там он останется почетным узником в Болонии до самой смерти в течение 22 лет. Сам Фридрих II умирает в 1250 году, и к этому моменту оппозиция гибеллинскому режиму, она во Флоренции зреет уже со всех сторон. Кроме гвельфов, которые, естественно, подняли голову после поражения императора, недовольны и представители народа, скажем так, выходят на сцену Попполо или Пополаны, как у нас принято на русском языке его называть. Эти ребята, они не просто уже варили суп, ковали подковы, они накапливали капитал, а с капиталом, конечно, приходят и политические амбиции. Капитал вообще, как известно, любит счет и тишину, а не бесконечные феодальные вендетты, где каждый граф считает своим долгом наказать соседей за то, что он не так снял шляпу перед ним. И амбиции Попполо на самом деле проявились еще до прибытия Фридриха Антиохийского. В 1944 году, напомню, 1244, учреждается должность капитана народа. Что это за человек? Он должен возглавлять городское ополчение. То есть это отряды Попполо, которые должны поддерживать порядок. Знать буйная, натурально. Ее надо держать в узде. Резать башни не получается. Надо что-то предпринимать. В 1250 году восстают гвельфы, вдохновленные неудачами и смертью последовавшей Фридриха II. Фридрих сын пытается подавить очередное восстание здесь, но его отряды терпят поражение при Фильине в верховьях Арно. И вот это известие о поражении при Фильине подействовало на Флоренцию как спичка на бочку с порохом. В сентябре 1250 года вспыхивает восстание, которое возглавляют Попполо, и они устанавливают новую власть. Уже в октябре принимается Конституция Примо Попполо, Конституция первых Пополанов. По ней создается комитет из 12 анциани, которые обладают всей исполнительной властью. И два совета, Совет 300 и Совет 90, которые нужны для утверждения закона. Так начинается новый этап в истории Флоренции. Появились также знаменосцы, гонфалоны от каждого района, на тот момент их было 20, и они должны были командовать ротами народного ополчения под руководством капитана народа, уже упоминавшегося. Опять же, для поддержания порядка. Правительство, конечно, здесь описывают часто как народное, но не совсем было народным. Наиболее народной его чертой было исключение рыцарей, которых стали называть магнати. У нас принято магнаты, гранди еще иначе их будут называть. В общем, великаны, элитные семьи, которые пытаются исключить из политической жизни.
Им еще в истории Флоренции будут многократно запрещать доступ к власти, и они будут это лихо и не очень лихо обходить. Но об этом подробнее будет в бонусном ролике на дополнительных площадках. О флорентийской элите мы поговорим. Но пока двигаемся дальше. Само же правительство Прима Пополо, оно было связано с гильдейской элитой. Это банкиры, это торговцы, это элита этих, повторюсь, гильдейских сообществ. Еще одной интересной чертой вот этого правительства было то, что в Анциане, те самые советы, напомню, исполнительные из 12 человек, только 17% людей за десятилетия относились к гвельфам или к гибеллинам. То есть это была попытка держать нейтралитет, не раскручивать маховик насилия между двумя группировками, быть равноудаленными. Кстати сказать, да, подробнее поговорим об экономике в следующий раз, но нельзя не упомянуть. В это время, период правления Прима Пополо, в 1252 году, приблизительно в одно время с Генуей, начинается чеканка золотого флорина. Это будет самая влиятельная монета своего времени. И хронист Вилани, хронист уже XIV века, с восторгом описывал, как эта монета распространялась по миру, и как, по его словам, король Туниса спрашивал у посланцев из Пизы, а что это за чудесный город такой, где такая великолепная монета выпускается. Да, я знаю, что короля Туниса не было, это было правление династии Хафсидов там, и просто он так его называл. В принципе, титулатура со стороны иностранцев, то есть как иностранцы называют государство и правители его, и как сами они себя называют, это в то время две большие разницы зачастую. Чтобы пример поближе представить, того же великого князя литовского, короля польского Казимира, когда величали именно великим князем литовским, в западных источниках называли королем России. Но вернемся к флорину. Валюта становится настолько надежной, что это настоящая резервная валюта своего времени. В ней предпочитают держать свои запасы и папская курия, и короли, французские, английские. И со временем Флоренция станет финансовой столицей Европы. Но что же происходит с Прима Пополо на внешнем фронте? Империя в лице сына Фридриха II Конрада готовилась нанести ответный удар. Он готовил экспедицию в Южную Италию, и флорентийское правительство опасалось, что традиционно гибеллинский город Пистоя станет опорой Конрада в Тоскане, и в 1251 году отправила армию, чтобы свергнуть местный режим. Все это увенчалось успехом, но для местных гибеллинов теперь правительство Прима Пополо выглядело как гвельфское, лишь под нейтральным соусом. Многие начали покидать Флоренцию и подбивать соседние города на создание антифлорентийской лиги. И в итоге такая образовалась. Ее лидерами стали Пиза и Сиена. Несмотря на это, Флоренция и ее правительство очень успешно отвечали на вызовы времени. Была побеждена Сиена, которая вынуждена была подписать обязательство не предоставлять приют изгнанникам из Флоренции. Вновь была захвачена Пистоя, отбита атака пизанцев на союзную Луку, от гибеллинов очищены Филины и Монтальчино. В Альтере навязана конституция, аналогичная флорентийской. А из Пизы, помимо всего прочего, даже удалось выбить и торговые привилегии для флорентийских купцов. Как писал хронист Вилани, 1254 год для Флоренции был годом побед. Вот только эти успехи стали классическим примером езды на велосипеде с насмерть приклеенными педалями к ногам. Нейтралитет, который заявляло правительство Прима Пополо, разрушался, враги множились, и невозможно было остановить эту конфронтацию. В 1255 году Флоренция направила 500 не очень вежливых рыцарей под командованием гвельфского капитана Гвидо Гуэры из рода графов Гвиди на помощь союзникам. Тот прибывает в Ареццо, он находится в мире с Флоренцией, но он в итоге врывается в город без приказа и изгоняет местных гибеллинов. Это был такой типичный пример выхода из-под контроля. Гвидо был рыцарем, который, несмотря на формальный запрет для магнатов занимать государственные должности, их занимал, и в принципе там вообще нет четких свидетельств, что какие-то семьи всерьез были задвинуты. И сам Гвидо, как видно, имел собственные взгляды и действовал независимо от правительства, кавалерией которого он здесь командовал. Но кого это волнует? В 1258 году напряженность между гвельфами и гибеллинами усиливается. Манфред, очередной сын Фридриха II, он, конечно, не Павел Дуров, но тоже молодец.
успел покуролесить. Это новый король Сицилии. Он начал военную кампанию для того, чтобы гегемонию гибеллинов, по крайней мере, в Италии восстановить. И во Флоренции был раскрыт заговор, который явно указывал на то, что он поддерживается Манфредом. Но во главе стояла неугомонная семья Уберти, которая в любом кипише участвовала. Уберти вызвали в суд всю семейку, они, естественно, отказались, толпа напала на их дворцы, один из них был убит, несколько сторонников тоже убили, потом еще 2 казнили. Но после этого, конечно, ситуация сильно поменялась. После этого гибеллины, остававшиеся до того во Флоренции, покидают город. Естественно, они направляются в Сиену и к другим союзникам, чтобы искать помощи и отомстить. А случай такой скоро представился. Практически сразу начинается очередная война Флоренции и Сиены. Вельская лига, помимо Флоренции, здесь включает Болонью, Прато, Луку, Перуджу, Вольтеру. Ну а поводом к войне стало то, что Сиена приняла у себя флорентийских гибеллинов, изгнанных после неудавшегося восстания, и таким образом нарушила свои обязательства. Поначалу основным театром военных действий становится Марема, где гвельфы сумели спровоцировать восстание в коммунах Гроссетто, Монтаньяно и Монтемасси. Однако на этом фоне продолжали усиливаться позиции Манфреда. В 1259 году он одерживал одну победу за другой, и казалось, что он вот-вот придет и покончит с правительством Примо Попполо, но он этого не сделал. Манфред попытался вступить в переговоры со флорентийским правительством, но те, к своей беде, отказались принять имперского наместника. И в 1259 году Сиена получает поддержку от Манфреда в количестве нескольких отрядов немецких всадников под командованием королевского наместника графа де Альян. В Сиене считают, что это ерунда, здесь ничего нам это не даст, но Фаринато дель Уберти, впоследствии известно, он будет у нас упоминаться, говорит, что надо принять эту помощь, и замысел его очень хитрый. Как только будут военные столкновения, и в них погибнут подданные Манфреда, он вынужден будет вмешаться большими силами. То есть это такой аналог американских сил в Европе. Мол, если нас начнут бомбить, американские солдаты погибнут, и американцы уже не смогут просто спустить это на тормоза. Ну или аналог советских войск на Кубе, если вам это угодно. Флоренция и союзники устроили поход против Сиены и, соответственно, их союзников. А флорентийские силы разбили лагерь у ворот Сиены, и 18 мая происходит масштабное столкновение. Хронисты описывают его очень по-разному, в зависимости от того, кому симпатизируют, кто там победит. Но факт остается фактом. Мы точно знаем, что 20 мая гвельфы, то есть флорентийцы и их союзники, сняли осаду и отправились назад. А Манфред после этого столкновения, как и предполагал Фаринато дель Уберти, выслал дополнительные силы в количестве 800 всадников для помощи гибеллина. Это дало сиенцам новое дыхание, они вновь овладели Монтепульчано и Монтальчино. Армия гвельфов вновь выступила в поход на Сиену под предлогом необходимости вернуть эти самые города. Несмотря на некоторые советы командиров, которые заявляли, что не надо вести армию к воротам Сиены, флорентийцы все-таки это сделали, и 2 сентября 1260 года они расположились лагерем у ручья Арбия в Монте-Перти. Армия Флоренции и ее союзников, созданная после реформ Примо Попполо, по разным оценкам составляла от 16 до 30 тысяч человек. Численность средневековых армий — это вообще довольно-таки больная тема, но в любом случае сходятся на том, что армия флорентийцев была большей, чем армия их противников. Но в битве при Монтеперти 4 сентября 1260 года они терпят сокрушительное поражение. Потери оцениваются в 10 тысяч убитыми и 15 тысяч пленными против 600 погибших и 400 раненых у гибеллина. То есть разгром был полный, даже если очень критически относиться к этим цифрам. С этой битвой связаны 2 интересные легенды, которые рассказаны в том числе и Данте. Первая повествует нам о том, что рыцарь Бока дель Аббати, который был на стороне гвельфов, предательски отрубил руку знаменосцу гвельской кавалерии Якобу ди Пацци. И после этого предательства как раз и началась вереница, которая привела к разгрому гвельфов. Данте Боку дель Аббати, естественно, поместил в ад. Есть иллюстрация, где он гуляет по аду и встречает того. Однако историки сомневаются здесь в подлинности такой интерпретации, потому что
Когда гвельфы вернутся, они вернутся, Бокка будет лишь сослан, но не казнен. Поэтому, вероятно, как минимум, железобетонных доказательств, что он был изменником, не было. Потому что тогда бы, наверное, его казнили. И вторая легенда связана с Фаринатой дель Уберти, уже упомянутой. Согласно ей, после битвы при Монтаперти, Манфред на манер Фридриха Барбаросса приказал разрушить Флоренцию. Как мы помним, Фридрих Барбаросса Милан разрушал. И вот Фарината дель Уберти, который сражался на стороне гибеллинов, заявил, что я не для того сражался, чтобы разрушать город, а сражался для того, чтобы жить в этом городе. И вот он такой патриот, и благодаря ему это разрушение не произошло. Выглядит, конечно, красиво и очень недостоверно. Вряд ли один человек мог такому помешать. Скорее всего, никакого приказа о разрушении просто не было. Сам Фарината, кстати, не доживет до возвращения гвельфов. Он умрет в 1264 году. Но это не спасет его от суда. 20 лет спустя он посмертно будет осужден за ересь. Останки его эксгумируют, осудит его инквизитор, и имущество семьи Уберти все конфискуют, а их оставшихся выгонят из Флоренции. Но пока последствия битвы при Монтаперти катастрофические для гвельфов. Гибеллины вспоминают все старые обиды, изгоняют их из города и, согласно книге убытков, уничтожают 3 дворца, 580 домов, 85 башен, множество лавок и складов. Однако имущество, которое уцелело, оно не продавалось. Оно сдавалось в аренду, и это позволит впоследствии вернуть его законным владельцам. Хотя кто там из них законный, учитывая, что они постоянно выгоняли друг друга и все забирали, черт его знает вообще. Но, по крайней мере, к прежним владельцам имущество уцелевшее вернется. Гибеллины также упраздняют всю структуру правительства Прима Пополо и создают свое. Во главе его становится Подеста, Гвидо Новелла, из того же самого рода графов Гвиди, из которого был Гвидо Гуэра, его двоюродный брат и противник. Мы видим в очередной раз, что конфликт между так называемыми гвельфами и так называемыми гибеллинами мог пролегать даже внутри семьи. И вот Гвидо Новелла правил от имени Манфреда, он здесь его представителем был, а за спиной этого правительства стояли доминирующие Уберти. Тут отметим, что вот эти торгово-ремесленные слои, которые вроде как представляли предыдущее правительство, они не были изгнаны из управления. Гибеллины вообще не были враждебны гильдиям в целом, и их смертельной слабостью, тем не менее, как отмечают, была невозможность контролировать флорентийских банкиров и купцов и их влияние как внутри Флоренции, так и особенно за пределами, что, естественно, туда руки гибеллинов не могли дотянуться. А к тому времени торговые и банковские флорентийские компании уже обладали довольно разветвленной сетью связей. И если даже кого-то из них изгоняли из Флоренции, он не выставлялся с голой задницей на мороз. Нет, это все еще оставались влиятельные люди. И вот эти влиятельные люди впервые серьезно повлияли на судьбу Европы именно в это время. Как говорил Веспасиан, деньги не пахнут, можно добавить, они решают. В 1261 году папа Урбан IV, француз по происхождению, был избран на трон. И он хотел покончить навсегда уже с господством Гогенштауфенов на Апеннинском полуострове. И для этого ему, во-первых, нужен был человек, который готов будет бросить Манфреду вызов на поле боя, потому что это та самая Архимедова точка, которую нужно убрать для того, чтобы это господство сломить. И его французский бэкграунд, как сейчас бы сказали, таким модным словечком козырнем, привел его к брату Людовика IX, святого французского короля, Карлу Анжуйскому, графу Прованса на тот момент. И до конца жизни он будет оставаться графом Прованса, просто это будет потом уже не главный его титул. Вообще, знаете, Карл Анжуйский — это такая легендарная фигура, потому что если мы говорим о событиях XIII века в Европе, второй половины этого периода, практически невозможно его обойти. Будем мы говорить о Франции, об Италии, о Византии, о крестовых походах. Карл Анжуйский обязательно везде свои пальцы во всех пирогах оставит. И вообще, наверное, его персона достойна отдельного рассказа. Может быть, как-нибудь мы о нем и поговорим.
Но нас сейчас интересует то, что у Карла не было ни армии, ни денег, а были амбиции. Но, в принципе, деньги можно раздобыть. У кого? У флорентийских банкиров, конечно. И Урбан IV решает оказать на них давление. Он угрожает флорентийским банкирам, что он освободит их должников от обязательств. Примерно так же, как Григорий VII освободил вассалов Генриха IV от присяги на верность. Тоже была не пустая угроза. Если ты должен, а Папа Римский сказал, что ты ничего не должен, так ты и не будешь платить. А еще попробуй заставь. Там с вопросом выбивания долгов у флорентийских банкиров были большие проблемы, но выяснится это уже в XIV веке, мы поговорим об этом опять же в другой раз. Ну и вторая важная угроза. Папа Римский грозился прервать импорт фламандской ткани через Францию во Флоренцию. Это была отнюдь не пустая угроза. Но только кнут использовать это как-то некрасиво. Люди могут обидеться. Поэтому был и жирный такой пряник. Он обещает, что кто профинансирует Карла Анжуйского, тому будет предоставлено право собирать налоги от имени папства по всей Европе. И именно за счет этого будут возвращаться кредиты, выданные Карлу Анжуйскому. Но самое главное, всем этим ребятам обещают коммерческие, в целом, привилегии на юге Италии. А Южную Италию у нас Карл Анжуйский собирается завоевать. Поэтому, в общем и целом, на тайных переговорах, все взвесив, как минимум 181 флорентийский банкир и купец из 21 крупной компании обязались содействовать уничтожению режима гибеллинов как в самой Флоренции, так и во всей Италии. В результате этой сделки и последовавших событий Анжуйский юг на 80 лет станет чуть ли не главным источником богатства Флоренции. И так получается, что флорентийские банкиры в первый, но далеко не в последний раз всерьез повлияли на судьбы Европы. В мае 1265 года Карл Анжуйский отплыл из Марселя. Он успешно миновал встречи с союзным Сицилией и Пизанским флотом и 10 дней спустя высадился в Остии. В январе он был коронован в качестве правителя Сицилии, а 26 февраля 1266 года он разгромил Манфреда в битве при Беневенто. Манфред погибает, а Карл Анжуйский вскоре становится правителем всей Южной Италии и самым могущественным человеком на Апеннинском полуострове. На стороне Карла в битве при Беневенто сражались многие гвельские рыцари, которые, естественно, рассчитывали, что он им поможет затем вернуться к власти во Флоренции. И вы, наверное, будете смеяться. Но именно в этот момент у флорентийских гибеллинов случился внезапный приступ миролюбия. Понимая, что дело пахнет керосином, те вступили в переговоры с папой. Создали комитет внутри города из 36 человек, куда включили пока еще не изгнанных по каким-то причинам гвельфов. И назначили 2 болонских дворян в качестве 2 подест. Один гибелин, другой гвельф. Это уже по настоянию папы. И казалось бы, вот он путь к примирению. Может быть, как-то удастся найти компромисс, потому что на самом деле установление власти Карла Анжуйского папе тоже не очень-то было выгодно. Карл Анжуйский голодранец с юга Франции – это один Карл Анжуйский. Карл Анжуйский король всего юга Италии – это совсем другой Карл Анжуйский. Первый был союзником папы, второй скорее уже угроза папе. Но тут в самом городе неожиданно разгорелся очередной кризис. Гвидо Новелло, тот самый подеста, который правил от имени Манфреда, собрал отряд из 1500 всадников, привел их в город, но комитет 36, он отказался выделить деньги на его финансирование. В ответ гибеллины подняли мятеж с криками «Где эти 36 воров? Давайте порвем их на куски!» И на улицах Флоренции сошлись отряды гибеллинов и Попполо. И вот было же у вас, возможно, кто играл в компьютерные игры, что вы вывели войско из города, а потом его на следующем ходу кто-то захватил. И вот здесь происходит нечто подобное. Гвидо Новелло понимает, что да, финансирования нету, да, надо воевать. Он выводит свои войска, судя по всему, для перегруппировки. Тут сложно сказать, чем он руководствовался. Но в итоге городские ворота закрывают, и все. А назад их не пускают. А 1500 всадников штурмовать Флоренцию или там осаждать тем более. Нет, это абсолютно бесперспективное занятие. Короче, гибеллины оказались изгнаны так из Флоренции. И комитет 36
теперь уже находящийся под контролем Попполо, пока еще гвельфы сюда не вперлись, пытался восстановить нейтралитет времен Примо Попполо 1250-60 годов, недавний. Хотя, как мы помним, там с нейтралитетом немножко не очень все получилось, но попытка есть, и почему бы не попробовать в конце концов. Некоторым гвельфам обещают вернуться, и часть гибеллинов ведь осталась. Вообще никогда же не изгоняли прям до последнего человека какую-то партию. Тоже тут нужно понимать, когда я говорю, вот изгнали там гвельфов, изгнали гибеллинов, не значит, что вот прям до единого. И в итоге, к чему это все идет? Нашли группу гвельфов, группу гибеллинов, устроили брачные союзы между наименее радикальными частями этих партий. Но большинство гвельфов жаждало мести. Они не для того сражались на стороне Карла Анжуйского, чтобы потом с кем-то договариваться, а не победившая сторона. В итоге, в апреле 1267 года папа Климент IV приглашает Карла вести свои войска в Тоскан. И тут открываем знакомый план и ставьте галочки. Гибеллинов изгнали, имущество конфисковали, башни разрушили, своего покровителя Подестой сделали. Вроде ничего не забыли. Карл Анжуйский действительно назначен Подестой Флоренции на 10 лет. Естественно, он будет править через своих наместников. Вообще он человек амбициозный, он там успеет, и в крестовый поход сходить, во время которого его брат, французский король, умер, и на Византию он там будет покушаться. Но, опять же, это все отдельная история, очень интересная. Ну, а сам Карл Анжуйский устанавливает здесь правительство гвельфов, естественно, своих союзников. Все хорошо, уходит. В общем, все прекрасно, но к институтам Попполо гвельфы относятся ничуть не лучше, чем гибеллины, поэтому здесь тем ничего особенно не светит. А гильдии сохраняются, это давний институт, уже достаточно на тот момент, и упразднить его не получится. Но в целом, правительство гвельфское здесь установилось. Что любопытно? Любопытно то, что власть здесь перешла не к тем купеческим и банковским семьям впоследствии, которые были самыми главными кредиторами Карла Анжуйского. То есть, если говорить о том, кто был здесь главным, это Фрескобальди, это Барди, это Черки, это Скали. 4 вот эти семьи, из них только Барди будут систематически представлены в органах управления с 1267 по 80 год. То есть, в целом, видимо, все-таки мы можем предполагать, что флорентийская элита очень опасалась тесного союза вот этих семей и Карла Анжуйского и пыталась их худо-бедно отодвигать, насколько это было возможно. Но при этом с ними не было конфликта, потому что своего покровителя они в то же время не звали, чтобы он тут огнем и мечом навел порядок. В это время, однако, в период конца 60-х, 70-х годов происходит еще один важный процесс. Экономическая реальность, она постепенно переопределяет состав элиты. Старая аристократия, даже среди победителей, среди гвельфов, постепенно уступала место торгово-банковской элите. Нередко говорят, что это было таким классическим триумфом зарождавшейся буржуазии над аристократией. Но это миф. Это миф примерно такой же, как и история о том, что была буржуазия, и она во французскую революцию свергала там аристократию. То есть этот миф, к сожалению, можно еще и в школьных учебниках встретить, или в видео Сергея Минаева, кстати сказать. Я делал на платных площадках на него обзор. Но не суть. Фокус в том, что это был эволюционный процесс в рамках самой элиты. И вообще во Флоренции, надо сказать, элита показала поразительное умение выживать. Но об этом уже отдельно поговорим в бонусном видео, ссылки будут в описании. И там мы обсудим происхождение флорентийской элиты XIII века, откуда она взялась, как она потом развивалась. И обсудим относительно свежее исследование, уже почти 10-летней давности, кстати сказать, в котором сравнили перепись населения во Флоренции 1427 года и налоговые декларации во Флоренции 2011 года. И получилось довольно интересно. Флорентийская элита поразительно живучая. Да и вспомнить хотя бы то, что 3 из 10 старейших бизнеса семейных в мире находятся во Флоренции. На этом достаточно маленьком клочке земли по мировым меркам. Ну, в общем, если вам будет интересно, посмотрите, подписывайтесь. Ссылки будут все в описании.
А мы вернемся к Карлу Анжуйскому. Его союз с церковью продлился недолго, как я уже и говорил. Здесь все довольно трудно было. И для пап римских он быстро стал естественным противником. Да и папы римские, ведь тут надо понимать, они ведь недолго сохраняли власть. И когда одного понтифика вызывали на срочную встречу с апостолом Петром, приходил новый, приводил своих там племянников, как это тогда называлось, и сразу политика очень сильно менялась. Зачастую. Не всегда, конечно. Итак, в 1270 году папой римским становится Григорий X. И он считает, что вот эту анжуйскую лавочку пора тоже сворачивать. В 1275 году он торжественный визит даже во Флоренцию совершает и заключает здесь мир между гвельфами и гибеллинами. Однако это не сработало. Это так не делается. Не может просто приехать церковный кот Леопольд и сказать: все, ребята, вы больше не воюете. Ну, они скажут: да, не воюем. Мирись, больше не дерись, там все дела. Но нет. Плюс что мы можем сказать? Ну, Карл Анжуйский, конечно, всеми силами противодействовал вот этому соглашению. Надо же понимать, что он предоставил крупные привилегии флорентийским купцам, банкирам на юге Италии. Он ведь мог их и забрать. Да и с войсками он во Флоренцию мог прийти. А что папа? Как говорил один политик 20 века, а сколько у него дивизий? Папа вряд ли бы защитил Флоренцию от Карла Анжуйского, в случае чего. Но тут, конечно, на мой взгляд, самый сильный аргумент в случае с флорентийцами – это удар по кошельку. Это сильный аргумент в дипломатической беседе. Ну и плюс, конечно, тут доведем до ума, да, гвельфы ведь не для того побеждали, чтобы через 10 лет с гибеллинами мириться. Зачем им это надо? Они держат власть в своих руках, прекрасно себя чувствуют. В 1277 году новый папа Николай III проявляет несколько большую решимость. Он убеждает германского короля Рудольфа Габсбурга прекратить полномочия Карла Анжуйского в качестве имперского викария в Тоскане. Да, я напомню, у нас вообще-то тут Священная Римская империя. Мы о ней уже давно забыли, и она про этот регион практически забыла, но это так, к слову. Позднее Николай III отправляет во Флоренцию кардинала Латино. Он тоже должен наладить диалог между гвельфами и гибеллинами. И вот новая миссия нового церковного кота Леопольда, она, в общем, могла иметь успех. Потому что, вы не поверите, но во Флоренции новый раскол. Теперь уже среди гвельфов. Радикальные гвельфы, прежде всего семья Донати, они были сторонниками Карла Анжуйского, ярыми и против примирения с клятыми гибеллинами. В свою очередь, умеренные были за примирение и рассчитывали таким образом отстроиться от Карла Анжуйского подальше. Здесь самой известной была семья Пацци, которая печально прославится, прежде всего в связи с заговором против Лоренцо и Джулиано Медичи, но это 15 век, мы дойдем до этого намного позже. В ноябре 1279 года кардинал Латино на публичном собрании граждан убеждает их согласиться на примирение между двумя фракциями. 18 января следующего года проходит символическое примирение Буонадельмонте и Уберти, семьи, из которых началась вся эта заваруха. Формально они примирились. Было решено, что за исключением 55 самых одиозных таких гибеллинов, отъявленных, всем остальным будет разрешено вернуться в город. Создается новый исполнительный совет из 14 человек, который представляет обе стороны. Через месяц проводится еще одно такое символическое мероприятие. По 50 представителей от гвельфов и гибеллинов приносят присягу, поцеловались в знак примирения. Все вообще хорошо. Но самое интересное, кардинал Латино не дурак, мягко говоря. Мир этот предусматривал создание комиссии из представителей обеих сторон, которая должна провести перепись среди населения от 20 до 70 лет. Широкий диапазон. И составить 3 списка. Гвельфы, гибеллины и общинники, то есть нейтральные. Должности должны были распределяться пропорционально результатам вот этой переписи. И таким образом кардинал Латино рассчитывал, что третья сила, вот эти самые нейтралы, они станут уравновешивающим фактором. Но поскольку у нас нет свидетельств, что такая перепись была проведена, вероятно, когда кардинал уедет, это смогли замять и, скажем так, под сукно в долгий ящик закинуть. Тем не менее, широкие достаточно слои гильдейцы все-таки были включены в это соглашение. В марте уже 8 гильдий
5 старших и 3 средних, то есть 5 арти-маджоры и медианы средние, обязались соблюдать эти условия. То есть вот эти гильдейцы абсолютно не заинтересованные, как я много раз уже говорил, в этих бесконечных феодальных распрях, они становились гарантом выполнения этого соглашения. Но мир этот продлился не больше, чем находился там кардинал Латину. Он уехал, и все эти условия, по сути, увез с собой. Формально его условия, конечно, приняли, но власть оставалась в тех же руках, и эти руки власть отдавать совершенно не собирались. Кто вообще по собственной воле отдает без принуждения власть. Это бывает нечасто на самом деле. Тем не менее, раз уж гильдии привлекли, это ребята достаточно уже серьезные, обладающие капиталом, влиянием, уже практически 100 лет эти гильдии существуют в той или иной форме, то их влияние все-таки растет. С 1281 года Совет 14, созданный как совместный этот орган, начинает консультироваться с консулами от главных гильдий. Затем туда добавляется еще 5 средних гильдий. То есть Попполо все-таки балансирующей силой стало, пусть и не по условиям вот этого соглашения кардинала Латина. В 1282 году проводится абсолютно эпохальная реформа – создание приората. Приорат стал главным органом власти во Флоренции вплоть до конца 15 века. И сейчас он быстро вытеснил все остальные. И сюда избирались приоры от тех самых гильдий. И самые влиятельные — это Арт ди Калимала, гильдия красильщиков, которые обрабатывали иностранные ткани, делали VIP-продукт, как я уже говорил. И Арт дель Камбио — это гильдия банкиров и менял. Вот они вместе занимали половину мест в приорате в первое десятилетие его существования. То есть теперь можно сказать, что каждый банкир и ткач должен уметь управлять государством. Ну, а кухарка должна пока постоять в очереди. Тем не менее, если и были надежды, что такое гильдейское правительство, беспартийное, поможет установить порядок, защитить слабых и угнетенных, то надежды эти быстро испарились. Дино Кампани, хронист и участник политических событий, сторонник ярый Попполо, мы еще не раз будем к нему обращаться. Он писал о том, что гвельфы, гранды, они же магнаты, стали теперь приорами, и, по сути, ничего не поменялось. По его мнению, для того, чтобы защитить интересы народа, нужно было преследовать элиту как магнатов, то есть старую знать, еще аристократическую, так и не магнатов, то есть гильдейскую вот эту элиту. А в любом случае оставалась элитой. Более того, в значительной степени это были одни и те же люди. Они еще потом и при необходимости научатся фамилии менять, что было не то чтобы сильно сложно. Тем временем, несмотря на эти внутренние распри, Флоренция продолжала расти, в общем-то, как госдолг в военное время. И ее экономическое могущество усиливалось. Город скоро вступит в свою золотую эпоху несколько десятилетий спустя, и это способствовало укреплению гегемонии Флоренции в Тоскане, ну или, по крайней мере, претензий на эту самую гегемонию. Город непрерывно расширял Комтадо и за 1,5 столетия с захватов Езоли проделал большой путь. Посмотрите на карту. Флоренция подросла, но по мировым меркам это все еще карлик, если говорить именно о территории. Между крайними Сертальдо и Борго-Сан-Лоренцо всего 71 километр, то есть пару беговых тренировок. И это по дороге, а не напрямую. Тем не менее, это уже был определенный прогресс. Помимо этого, после Анжуйского завоевания Италии, Сиена была вынуждена отказаться от антагонизма с Флоренцией и стала ее твердым союзником. Но на пути доминирования оставались Ареццо и Пиза. Могущество Пизы к тому времени серьезно колеблется, и уже в конце 1280-х годов Флоренция начинает войну, но несмотря на впечатляющую победу при Кампальдино в 1289 году, где по преданию участвовал Данте Алигьери, решающего успеха здесь достичь пока не удалось. Но в это самое время внутри Флоренции снова назревал уже черт знает какой по счету в XIII веке внутренний кризис. Теперь он уже происходил не между гвельфами и гибеллинами. Гибеллинов вообще уже фактически не осталось, это будет такая мифическая угроза. В общем, о них можно забыть по большому счету.
Это уже раскол между старой аристократией гвельфской и большинством гильдий. К 1286 году снова утверждено требование о том, что магнаты должны вносить залог за хорошее поведение. Но это все было гомеопатия. Все эти истории вот с залогами, со срезанием башен, они, да, иногда проходили, но никак не реализовывались по большому счету. Тем более, многие из вот этой элиты были рыцарями. Они прославились в битве при Кампальдино 1289 года. Они считали себя героями, патриотами Флоренции. И тут какая-то чернь будет им указывать вообще, что делать. С чего бы это вдруг? Вспомните, как там Данте про них писал. Вот тот меняло пригодился, где нищим попрошайкой он родился. Вот так они относились к вот этим воришам из гильдейского сообщества. 24 ноября 1292 года на специальной сессии Совета консулов 13 главных гильдий, то есть Артимаджори и Медианы, начались долгие дебаты. Как вообще избирать состав приората? Вопрос не праздный. И мясник Дино Пикардо предлагает вообще очень интересный вариант. Приор от одной гильдии, скажем, от банкиров, избирается всем составом других 11 гильдий. Таким образом, получается, что влияние самых могущественных уменьшается. Оно непропорционально абсолютно. Даже внутри каждой гильдии, даже внутри банкиров, внутри гильдии красильщиков, там элиты, они количественно ведь не доминировали. Соответственно, все это было бы против элиты. Предложение это не было принято, но сам факт, что оно обсуждалось, оно зафиксировано, уже говорит о некоторых общественных настроениях. Годом позже приор Джано делла Белла добивается от гонфолоньера юстиции обнародования ордонансов справедливости. И это важнейшее событие в истории Флоренции. Он создает формальную федерацию гильдий, которой передается исполнительная власть в городе. Наиболее важная часть вот этих ордонансов, или ординансов, как их чаще всего, пожалуй, называют, это меры против магнатов, которые совершили насилие в отношении попол. И они сразу отправляются на эшафот, недолго думая. Но самое интересное — это то, что не просто эшафот, а еще и забирали имущество, конфисковали у семьи. Соответственно, это ударяло по всем. Это фактически круговая порука. Также появляется должность гонфолоньера справедливости, который должен руководить силами попола для обеспечения порядка в городе. Помните, капитан народа у нас была должность. Здесь вот новая появляется, и вообще гонфолоньер справедливости в целом должен был следить за тем, чтобы ордонансы эти исполнялись. В 95 году вносятся еще изменения. Великие семьи, вот эти гранди, магнаты, они исключаются из состава приората и других должностей. То есть им нельзя эти должности занимать. Именно в этот момент начинаются первые случаи ребрендинга в магнатских семьях. И тогда же увеличено было число гильдий до 21. То есть уже у нас полноценно сюда вошли и высшие гильдии маджори, и медианы средние, и минори младшие. Также самое интересное, только те, кто непосредственно занимается профессией, может иметь политические права. То есть, если ты носишь кольчугу, но не держал ножницы, извини, браток, иди-ка ты домой погуляй. Это, естественно, мера против людей, которые, условно говоря, получили корочку. Я из такой-то гильдии. А что потом делаешь? А ничего не делаю. Вот теперь так нельзя. Естественно, по этому поводу магнаты закипали потихонечку. И гонфолоньеры справедливости вместе с отрядами пополо устраивали впечатляющие демонстрации, как их называет Дино Кампани. И при этом он же отмечает, что вот эти демонстрации, то есть когда заставляют подчиниться магнатов, они приводили к тому, что каждый гонфолоньер новый считал необходимым что-нибудь разрушить. То есть ты не сжег башню, ты не отобрал у кого-то дом, ну так ты подкуплен магнатами или ты слаба? Это знаете, как вот я делал обзор на Файба, и там попадались комментарии, что, мол, я лизоблюд там или подкуплен. Не принято в интернете хорошо говорить о других людях. Надо из дерьмомета поливать. Вот так и здесь. А критерии определения, кто магнат, а кто не магнат, они вообще прекрасны. Наличие рыцаря в семье, как минимум за последние 20 лет, и общественная репутация семьи. Великолепно же.
Классический репрессивный закон, какие мы видим вплоть до современности. Но тут надо внести, одно уточнение. Я мог сейчас немножечко вас запутать. Вот эти ординансы справедливости, они не стремились полностью прекратить вендетты между магнатами. Их задача главная была изолировать магнатов в собственной страте, в собственном кластере, чтобы они там месили друг друга, но не привлекали попол. Для этого даже был отдельный закон. Нельзя было собираться не магнатом в доме магната во время общественных беспорядков. То есть именно разорвать вот эти вертикальные связи. Соберутся они там своей шайкой, подерутся, порежут друг друга, меньше останется их. Главное, чтобы популы в это не вовлекались. Их клиентеллы не было, и, соответственно, не будет массовых конфликтов. И кого же все-таки отнесли к магнатам? Первоначально туда отнесли 72 семьи, причем там равное количество было от гельфов и от гибеллинов. Старались нейтралитет поддерживать во всем, насколько это возможно. И при этом большинство этих семей уже к тому моменту влияние потеряли. То есть правительству это мало что стоило. Но среди них были и достаточно новоявленные богачи. То есть это та самая знать, которая преуспела в экономической деятельности, смогла состояться здесь. Это Барди, Скали, Пацци, впоследствии известные своими успехами, многие другие элитные семьи. Но скоро произойдет реванш, поэтому не пугайтесь за их судьбу, они во Флоренцию еще вернутся. Перуцци – семья в принципе сопоставимая, но, кстати, не аристократического происхождения. Возможно, это повлияло. Возможно, то, что они сочувствовавшие были интересам попула. Сложно сказать, но их магнатами не объявили. Хотя в целом обычно те же Барди и Перуцци, они особенно в XIV веке, в первой половине, как прям близнецы-братья. И вызов элите со стороны попула, он отразился и в архитектуре. Помимо очередной, черт знает какой там попытки обрезать башни магнатов, был заложен новый дворец приоров, впоследствии известный как Палаццо Веккио. Он будет еще много раз расширяться, и тем не менее он, самое что важное, стал манифестом попула и такой каменной пощечиной прежней аристократической элите. И знаете, прежде чем перейти дальше, мне вспомнился такой эпизод из моей практики. Мы с учениками проходили Конституцию Речи Посполитой, и разбирали там реформы 4-летнего Сейма, все дела, а потом же это все отменили, там Конституцию перечеркнули, выбросили, разделы Речи Посполитой и конец. И задают вопрос, мол, а зачем мы все это изучаем, если это сразу отменили? Но это все-таки важный прецедент, даже если это потом отменяется. Так вот, с ординансами справедливости было не так жестко, как с Конституцией Речи Посполитой, но примерно так же. Направленность, по крайней мере, схожа. Уже в июле 1995 года определение магната сузили до состояния почти никто. Требование о том, что ты должен лично ковать подковы для того, чтобы иметь политические права, тоже аккуратно убирают под сукно. А элита подготовила заговор против Джано делла Белла, который был фактически лицом ординансов справедливости. Поступало даже предложение его убить, это Фрескобальди, один из их семьи, делал. Было бы странно, если бы из этой среды поступали другие предложения. Но Белла делла Тоза предложил штуку более интересную. Давайте, говорит, мы, дискредитируя Джано, пустим слух, что он хочет вернуть гибеллинов во власть. Чтобы вы понимали, назвать кого-то гибеллином в тот момент во Флоренции – это все равно, что в послевоенном Советском Союзе назвать кого-то троцкистом. Звучит громко, обидно, но никакой реальной мысли, никакой реальной группировки за этим уже не стоит. Но слуха одного недостаточно. И тут случай, который уже элита докрутила, помог. Корсо Донати после какой-то ссоры послал своих приближенных убить своего обидчика. Происходит стычка между двумя группами, один человек в ней погибает, дело поступает в суд, и судья, несмотря на все доказательства, оправдывает Корсо Донати. Естественно, судью смазали длинным флорином, но пошел слух, что это сам Джано делла Белла подкуплен, и что он готовит эту самую реставрацию магнатского правления. И хоть он не имел к этому отношения, начинаются беспорядки в городе,
И даже его сторонники говорят: Джану, мы тебя очень уважаем, но ты давай лучше уедь из города пока что на время. И уже 5 марта 96 года он официально объявлен изгнанником, дом его разграблен, затем уничтожен. Сам он отправляется во Францию, следы его там быстро теряются, вероятнее всего закончил он свою жизнь где-то в начале XIV века. После этого ординансы справедливости выполнялись нерегулярно, понятие «магнаты» растеклось как масло по горячей сковородке, и реванш-элит был уже на пороге. Так как гибелинов больше не было, а раскалываться как-то надо, а то имидж поддерживать в конце концов, а то пацаны как-то не поймут. И раскалываются гвельфы на черную и белую фракцию, как их называют в истории. События эти довольно хорошо известны в связи с участием в них Данте Алигьери, знаменитого. Он, как опять же известно, не простил своих обидчиков, которые изгнали его, и всю жизнь в их адрес сыпал комментарии на страницах божественной комедии, размещая их по разнообразным кругам ада. Но что же гильдейцы? По идее, они же были балансирующие силы. Гильдейцы не исчезли, конечно, как фракция, они сильно влиятельные ребята, да. Но элита черных и белых смогла восстановить вертикальные те самые связи, которые старательно по полу старались выкорчевывать. Помните закон о запрете не магнатам собираться в доме магната во время беспорядков? Он отменен теперь. Магнаты начинают плести политические сети. И Дино Кампани, противник элиты, повторюсь, он очень яростно на страницах своей хроники осуждает Попполо, которые примкнули к вот этим самым черным и белым гвельфам и спровоцировали тем самым гражданскую войну. Ну и тут вы можете спросить, а кто вообще такие черные эти белые гвельфы? Не из-за стиля одежды, они же поссорились в конце концов. И не из-за трактовки Августина Блаженного. И вот я, по большому счету, точно вам здесь не скажу. Принято считать, что черные гвельфы — это такие твердые сторонники римского папы. И семья Донати, которая была лидером черных гвельфов, была тесно связана с папой Бонифацием VIII. Ну и, соответственно, белые гвельфы, их противники, которые в основном гильдейцы, как принято считать, мы еще дойдем до того, насколько это правдиво. И согласно этой идее выступали за умеренность по отношению к гибелинам и за равноудаленность от империи и от папства. Но вот только мы копнем глубже, и все рассыпается. Во-первых, смотрим в состав черных гвельфов. Там масса немагнатских семей, которые потом станут знаменитыми. Это и Перуцци, это и Строцци, это Медичи, впоследствии столь известные. Это Боодельмонти, которые до сих пор не вымерли. Это Торнаквинчи, семья, как раз которая в будущем поменяет фамилию, чтобы стать пополанами и обходить антимагнатские законы. Но об этом, опять же, в бонусном видео мы отдельно будем говорить. И черные и белые, они имеют примерно одинаковое число магнатов, но у черных не магнатов больше. Почему принято считать, что белые — это торгово-ремесленные слои, там как называют, не очень понятно. Сам Данте Алигьери, кстати сказать, он был среди белых гвельфов. Более того, некоторые семьи были разделены на фракции внутри себя. Это те же Барди, это Фрескобальди, Делла Тоза, то есть уже упоминавшиеся семьи знаменитые Флоренции. Есть еще идея, что это была конкуренция банковских домов, что Спини, которые относились к черным гвельфам вместе с Барди, противостояли черки, которые относились к белым гвельфам. Но тогда возникают сразу несколько вопросов. Во-первых, почему Спини и Барди позволили возглавлять фракцию свою непредпринимательской семье Донати? То есть у нас среди элиты были вот такие предпринимательские семьи, богатые, а были непредпринимательские, которые за счет землевладения, а в основном устраивали свою жизнь и влияние. Да и если экономические причины были в основе, почему это приведет потом к гражданской войне? У банкиров вроде как мудохать друг друга на улицах вообще в то время не принято было во Флоренции. Дино Кампани, повторюсь, участник, современник событий, он считал, что вообще никакой идеи, ничего за этим нету. Это личные, случайные, престижные мотивы. И вот это, на мой взгляд, наиболее вероятная причина очередного раскола. Потому что все слишком перемешано, чтобы подвести под этот раскол хоть какую-то идейную базу. Ну и теперь, когда мы разобрались или не разобрались, вернее сказать, с разделением, надо задаться вопросом, когда ж первая кровь пролилась-то? 1 мая 1300 года. Два молодчика,
горячих из разных фракций подрались. Ну, ничего необычного, но это вызывает локальные беспорядки. В итоге лидеров двух враждующих фракций отправляют подышать свежим воздухом за пределами городских стен. В общем, идея понятная. Но семья Черки, которая, напомню, относится к белым, добивается вскоре, чтобы их сторонников вернули в город, а их противников оставили там же, пусть отдыхают, мол. Тогда же они вмешались в дела соседней Пистои, где тоже случился раскол на черных и белых гвельфов, и они черных выгнали оттуда. В итоге вот эти изгнанные отовсюду черные гвельфы во главе с Корсо Донати, напомню, тот самый, что спровоцировал фактически падение Джано делла Белла, договорился с римским папой Бонифацием VIII, что он выступит посредником между флорентийским правительством и черными гвельфами. То есть давайте все-таки попробуем договориться, ну, может, не сразу будем морды бить, ну хотя бы попробуя. А если ничего не получится, ну, тогда сам Бог велел. Что уж делать-то? Но в итоге ничего и не получается. Стороны продолжают искать себе союзников, белые договариваются с Пизой, за что получают очень обидное клеймо друзей гибеллинов. Мы помним, Пиза долгое время была гибеллинским городом. А папа Бонифаций призвал на сторону черных брата короля Франции Филиппа IV Карла Валуа. Карл Валуа приезжает в Рим, встречается с папой. Тот назначает его с миротворческой миссией во Флоренцию. И вот этот теперь уже французский кот Леопольд, как любое добро с кулаками, направляется под стены Флоренции. В это время в самой Флоренции опасаются, что вот этот кот Леопольд, если придет, то черт его знает, что потом будет. И давайте как-нибудь мы, может, сами попытаемся с этим разобраться. В октябре избирают нейтральный приорат, и Дина Кампании в него входит, и он пытается примирить враждующие стороны. У нас есть даже картина на этот счет. И приорат этот был, как сам Кампании писал, последней надеждой, хотя, как он говорил, лучше бы мы точили мечи. Карл тем временем подходит под стены города. Но он направляет послов, говорит, мол, пустите, я вот миротворец. Ему говорят, без согласия граждан мы не хотим ничего предпринимать. Собирается расширенный состав. Компании пишет о 72 гильдиях, но это, конечно, большое преувеличение. В любом случае, это было максимально широкое народное представительство. Судя по всему, Кампаний надеялся, что за счет расширения неэлитного представительства удастся убедить людей не соглашаться пускать Карла Валуа в город. Надежды эти не оправдались. Он пишет. Все они устно и письменно ответили, что он должен быть принят и удостоен почестей как вельможа знатного рода. Все, кроме пекарей, которые заявили, что его нельзя ни принимать, ни чествовать, ибо он идет, чтобы разрушить город. 1 ноября 1301 года Карл Валуа под руку с Корсо Донати и другими вождями черных гвельфов заходит в город. Он говорит, что, ребят, я нейтрален, я не буду ни во что вмешиваться. Но уже 8 ноября черные распускают действующий приорат, собирают свой по собственному усмотрению. Корсо Донати открывает тюрьмы, выпускает оттуда своих сторонников. После этого происходит 6 дней насилия и хаоса. Все по старой классике. Сводятся старые счеты, убиваются оппоненты, разрушаются их дома, противники изгоняются. И в итоге в изгнание отправится 559 человек, среди которых был и Данте Алигьери, который в тот момент находился с дипломатической миссией при папском дворе. Его там обвинили в мошенничестве, вымогательстве, препятствовании миротворческой миссии Карла и Бонифация, хорошо, не в убийстве Иисуса Христа. В суд он, естественно, не явился, и в марте 302 года официально объявлен изгнанником. Кстати сказать, был изгнан и нотариус Пьетро ди Пареццо ди Гарцо по прозвищу Сир Петрарко, отец небезызвестного Франческо Петрарки. Приговор его 6 лет спустя потом отменят, но он не станет возвращаться и будет служить при папском дворе уже в Авиньоне. Там у нас начнется период авиньонского пленения пап, так называемого, но это очень отдельная сейчас история, ее касаться уже не будет. Изгнанные белые гвельфы, как типичная эмиграция, будут поддерживать связи, мечтать о мести, строить планы, но им не суждено будет сбыться. Вы, наверное, будете смеяться, но борьба за власть, она не стала на паузу даже. Буквально в 1304 году новый папа Бенедикт XI направляет кардинала Николо из Прато для примирения уже черных и белых гвельфов.
В апреле такой ритуал состоялся. Все по классике. Как обычно, да, приезжает кот Леопольд всех мирить. Но заканчивается все катастрофой. Дино Компании, сторонник вот этого примирения, убежден был, что черные не желали не то что мира с белыми гвельфами, они бы даже не указали им, в какой стороне Арно, если бы на тех загорелись штаны. И это неудивительно, потому что черные победили. Победители вообще не хотят делиться властью. И они не делятся. В итоге белые, которые еще пытались участвовать в этом примирении, 8 июня покидают город, кардинал Николо последовал за ними на следующий день, и тут уже началась гражданская война натуральная между сторонниками примирения с белыми и противниками. То есть раскол уже среди черных гвельфов. Ну, раскалываться-то надо. Ребята, традиция есть традиция. И война это полноценная. Это не просто какой-то там хухры-мухры. Уличные бои приводят к настоящему бедствию. Семья Кавальканти, которая была сторонником вот такой умеренной ориентации, была близка к тому, чтобы захватить город. Но противники их подожгли кварталы, чтобы их оттуда выбить. В итоге пламя, раздуваемое ветром, уничтожило просто центр Флоренции. По подсчетам позднейшего хрониста Вилани, были уничтожены 1700 дворцов, башен и домов. Компании приводит цифру в 1900. В любом случае, число огромное. Тот же Компании писал, что в тот день сгорело сердце и мозг города. Тем не менее, даже в этих столкновениях ни одна из сторон окончательную победу не одержала. И Корсо Донати, влияние которого росло, в 1308 году собирает вокруг себя заговор, в который входят уже известные нам и Барди, и Фрескобальди, и Бодельмонти, и даже Медичи. И Корсо Донати, он, очевидно, мечтал стать сеньором Флоренции, то есть провернуть тот же трюк, который Висконти провернули в Милане. Напомню, не первый раз о Милане есть отдельное видео. И вот Дино Компании, который ненавидел Донати как магната, тем не менее восхищался его харизмой. Он был рыцарем великого духа и славы, благородного рода и нрава, необычайной красоты, стройным, с белой кожей, тонкими чертами лица. Он был обаятельным, мудрым, утонченным оратором, но его ум всегда был склонен к козлу. Да, то ли к злу, то ли к козлу был склонен, но так или иначе, Корсо Донати действительно был таким человеком популярным, влиятельным. Но заговор его разоблачили, несмотря на такие прекрасные исходные данные, причем его недавние союзники из фракции черных гвельфов. Донати был осужден, он укрывается в семейном квартале, его штурмуют отряды Попполо во главе с Подестой и Гонфалоньером справедливости. Увидев численное превосходство противника, союзники Корсо Донати его кидают. Тот бежит в монастырь за стенами города, где был настигнут и убит. И смерть Корсо Донати, она становится поворотным моментом. С тех пор город больше не знал открытых войн, гражданских войн, вот этих элитных фракций. И никто из флорентийцев не достиг такой власти и влияния, вплоть до Козимо Медичи Старого. Это уже первая половина 15 века. О нем мы будем говорить значительно позже. Приорат гильдий будет оставаться главным органом власти. Магнаты к этой власти по-прежнему не допускались, но обходные пути они наладят. А Флоренция в это время так и не стала сеньорией. В итоге на несколько десятилетий во Флоренции установится относительное спокойствие при олигархическом откровенном режиме. И вот в этот период Флоренция выйдет на пик ее финансово-экономического могущества. И в следующий раз мы будем говорить именно об этом. Мы подробнее поговорим о банках, о том, как они все были устроены, о налоговой системе во Флоренции, потому что во внутренней политике действительно там будет период относительно спокойный. Ну и рекомендую вам подписаться на Telegram, там я оставлю список литературы, что я рекомендую почитать об истории Флоренции этого периода. Ну и подписывайтесь на Boosty или Tribute, там бонусное видео о невероятной выживаемости флорентийской элиты сквозь целые столетия. Все ссылки есть в описании.